Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Сегодня мы в гостях у наших клиентов, у нашей клиентки Любы, ее брат Александр, мама Рая, и все они приехали из Германии, живут они в Германии. И вот сейчас они расскажут о себе, расскажут о том, как им живется в Мерсине, как им живется в Германии, почему в Мерсине купили квартиру. Ну и вообще просто поболтаем о том, о сём, как говорится. Покушаем вкусный тортик, который мы еще не ели. Да. Вита пришла с тортиком. Да, тортик будем кушать, мороженое, он, кстати, стоит, поэтому не обращайте внимания, будем во время беседы. Жевать. Да. Любовь, можно Люба, да, просто Люба? Конечно. Да. Так даже меня никто Любовь и не зовет. Я Да. даже не привыкла, что я Любовь, да? Да, Просто очень, Люба. Да, У красивая. подружек Любаня. Такая у нас Любовь. Люба. Люба, расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали из Германии и когда вы купили квартиру, как это вообще все было? Из Германии мы, Мюнстерланд называется наша земля, Норд-Вестфален. В Германии мы уже 36 лет, с 89 года, с мая. Вот, квартиру всегда мечтала купить на море. Искала долгое время, наверное, лет 9 я искала. Один раз чуть ли не купила, меня семья моя любимая отговорила, не знаю, правильно, неправильно, это было, наверное, лет 6 назад в Теревьехе, то есть Испания, там у меня подружка с немцем жила, и она говорит: Люба, приезжайте с Сергеем в гости. Ну, мы поехали, купили билеты, поехали еще в декабре, там было жарко уже, мы даже купались. Посмотрели домик неплохой, 4 километра от моря. Ну, не купили, короче, семья отговорила. А немецкая женщина продавала этот домик за 50 тысяч тогда. Это было тоже хорошо, со своей террасой, земля даже была. 50 тысяч евро вы тогда покупали, да, в Испании? Это в каком году? Хотела купить. Хотели. Да, семья... Извиняюсь. Семья отговорила. Ладно, я осталась, но мечта у меня тоже осталась. В каком году это было, просто такие цены? Лет 6 назад, Да? 7 вот так вот, да. Но оно далеко было от моря, да, этот домик. Вот. Потом, значит, когда Света купила, Света, привет. Она мне Света очень тоже наша клиентка, кстати. Да, это Света сестра. тоже клиентка, Инна тоже. Но Света со мной прям вот как курица с яйцом, и то объяснит это. И Саша помогал, и все. Теперь вот помогаю брату. Тоже вожу его за ручку везде. Это бери, это не бери. Тут балкон со спальни, там нужно, уже чтобы опытный, зала. да, опытный. То есть клима должна дуть в окно. То есть немножко вот такие даже мелочи уже научилась. Но это очень важно на самом деле, да. Да, потому что море. Сначала как бы ты, когда ты тем более первый раз покупаешь, не то, что просто где-то за рубежом, но где-то, а вы уже все нюансы знаете. Ну да. да. Здесь, да. Мы купили через онлайн же эту квартиру, вот ты нам показала. Вот если бы я, говорю, видела блок Б, я всегда смеюсь. Если честно, да, я забыла, как вот наша сделка блок С. проходила. То есть мы онлайн, да, здесь Да. еще стройка была, насколько я помню, да? Да. Стройка была, я вам показывала онлайн, и вы... Даже, по-моему, не было ни плитки, ничего. И вот так вот мы купили, потому что Света говорит: давайте, цены растут, и мы, можно сказать, запрыгнули в последний вагон. Мы купили ее, конечно, недорого, по хорошей цене. И мы приезжали в ноябре мы ее купили 21-го, а в декабре мы, по-моему, остаток денег привезли, оформили все до конца, получили ТАПУ, и в мае мы приехали ее обстанавливать. Уже на сделку? Да. Сделка у нас тоже онлайн была? Была. Нет, мы приезжали лично. В офисе Вы мы лично делали. приезжали на сделку, Да. да. И в мае мы приехали, еще вы нам предоставили квартиру на 5 дней. Вот именно в этом оазисе, откуда мы оазис хорошо и знаем, хороший комплекс. Раньше мы предоставляем квартиру на 5 дней, сейчас на 3 дня представляем. Так еще предоставляете. Да, это тоже хорошо. Потому что кризис сейчас, но тем не менее, да, всех бьет по голове. И вот, и когда мы приехали, квартира, опять попали на Байрам. Или на Рамазан, я сейчас не знаю. И было все закрыто. Я говорю: Сергей, пошли, мы Тёмук, шли пешком по морю. Я говорю: будем искать свой комплекс. Ворота уже стояли. Мы пришли, все, ключи везде торчат, заходи в любую квартиру, смотри. Да, еще тогда. Да, когда мы он просмотрели не сдался, все. Я сразу все недостатки, где были, там мелочи, мне надо же было. Мы же по-германски живем. Света говорит: не забывай, ты в Турции. Правильно. Идеально не бывает. Конечно, да. Ну ладно, я согласилась с этим, успокоилась.
просмотрели, все уже стояло, двери, косяки, все Ну, было. какие-то он кухня. недостатки вам исправлял, застройщик? Исправлял. Я Да. ходила, у нас офис здесь, я ходила к нему лично и говорю, вот здесь планочки на окошке нет, пену не обрезали. Мгм. Молодого работника учила, как силиконить. Я говорю, так не пойдет. Я говорю, надо растворчик мыльный сделать. Вот силикон намазал и Ага. пальчиком. Говорю, я не могу, у меня ногти. Говорю, взяла его пальчик, говорить-то не могу, руками, ногами. Я взяла его пальчик и вот так вот провела. Он, «О, вау, вот такой вот. Я говорю, вот видишь, Мастер-класс, да? учись, пока я живая. Он, короче, так удивился, конечно. Ну да, когда у нас комплекс создается на самом деле, это нормально, что какие-то недостатки, потому что они всем ставят стандартно. Мебель затаскивают, мебель где-то может быть какой-то... И когда комплекс дается еще в течение года, ну вот чем мне нравится МНЗ Башаран, он никогда не отмахивается от своих клиентов, он все это устраняет. Присылал, да. делал, да. И в течение года вот у нас даже здесь было не по вине не по вине застройщика, кто-то сверху затопил, но нашим У нас тоже клиентам, было да, 2 раза. и он им сделал ремонт. Вот. В мае приехали уже квартиру обстанавливать мебелью, хотя еще вроде бы до конца не было завершено, но кто-то уже заселился, и вот Мелисса нас возила, везде помогала обстанавливать. Мгм. Мы сразу купили спальню, шифонер, комплект спальни, потом можно снять, я разрешаю. Ага. Ну, Вот. сначала вы, наверное, оформили электричество, скорее всего, с Мелиссой, насколько Да, то есть ездили, по да. плану, Воды тогда еще не Потом было. электрик к вам, скорее всего, пришел. Электрик да. приходил, нам споты По плану. поставил, все гардины. Ну, а потом шторы я так уже сама заказывала, эти я тоже повесила Мгм. уже совсем Ну, вот в красивые этом у вас году. шторы, ага. Балкон застеклили тоже через Свету, Света нам посоветовала, там тоже. Вот, и мы, значит, успели мебель заказать, буквально, мы же приехали в мае, опять был байрам, мы ничего не могли купить, 5 дней отдыхали. И потом начали обстанавливать, это было буквально там за 4-5 дней, ну за неделю. Мы еще 2 дня последние жили здесь. Мгм. Нам кровать не привозят, помнишь, я еще тебе звонила, я говорю, ну у меня в квитанции, я по-турецки не понимаю, но цифры везде одинаковые, Мгм. стоит 14 Ага. мая. Ну, к сожалению, в Турции и в магазинах, и везде такое Так мы с тобой бывает, звонили, да. они привезли, через балкон затаскивали, они Через балкон вам загружали, да. да? до 10 вечера они нам установили спальню, и мы уже спали. Они могут привезти, иногда и в 12 Когда, ночи. да, В напрёшь, да. 11 могут Да. привезти. Это, Привезли, все да. Умом Россию, устранили. не Россию, умом Турцию, да? Непонятно. Все получилось, мы, короче, все обставили. Света тоже удивлялась, ну ты, говорит, даешь. Я говорю, если бы я знала, что еще машину можно брать в аренду, я бы, говорю, уже все места тут обошла. У Любы квартира в комплексе Life City, МНЗ Башаран, и этот застройщик, он у нас славится именно своими просторными балконами, с просторными комнатами, вот что мы можем наглядно тоже увидеть. Посмотрите, какой огромный балкон. Вот почему вы именно эту квартиру выбрали? Что вас привлекло? Площади? Или... Быстрее всего площадь. Ну, во-первых, мы Смотри, какой огромный да, балкон. торопились, там вот даже это... Там сейчас жарко, мы не будем выходить, да? Там и поместилась эта груша, или как ее называют, да, качалка. Качели, ага. Да, шторы я тоже повесила в этом году, что жарко. Хотя Вот здесь... что-то вы сделали зонирование, вот Да. это красиво. Да. Что все равно не так жарко, то, что вот этот дом закрывает, и все. Балкон, Ага. конечно, огромный, можно Огромный. сказать. 16 квадратных метров. Кто не приходит, все удивляются. Ну, у всех да. застройщиков Да. есть какие-то свои сильные стороны, какие-то свои фишки. И Вот у Башаранов, да? Да, извиняюсь. Да, да. И что здесь еще 2 французских балкона, один здесь, еще там в детской, и со спальни очень хороший балкон, даже вот стулья со столом помещаются маленькие. Да, Может, вы нам покажете свою квартиру? да, Да. могу Экскурсия показать. Да. по квартире. Ну, Да, и в много, комплексе конечно, МНЗ Башаран. привезла с дому, с этого, картину, например, да, вот всякие Ага. вот такие побрякушки, вот мне. Ну, такие мелочи Да, это вы мелочи, привезли, да. да? Даже цветы привезла оттуда. Ага. Да, вот. Ну, кухня как кухня, нормальная, да. Нравится нам, что она вот немножко, Утопленная, да? да, отделена от зала, да, и так это. Вот здесь, значит, мы. Вот, про что я говорила. Да, Мы- вот у нас это вам, продается наверно. квартира
про квартиры в вашем блоке. И вот Да. у них они обыграли вот это пространство, они поставили кресло, вот ссылочка тоже будет. Кресло, столик, просто вот можно подождать. Да. А я вот когда зашла, у меня сразу, как у вас, вот мысль такая, что здесь надо сделать гардеробную. Вот, посмотрите, как Да, вот я и классно, смотрела можно это обыграть видео, я пространство. думаю, вот Вита говорила, сделаем. Заказали мы тоже под структуру этого шранка. Похоже очень, да, сделали, да? Да, похоже, Классно. я их Прям в просила, одном чтобы стиле. так. Ага. Вот. Здесь, сама наклеила вот эти вот, здесь было не очень ровно, и я привезла тапеты, эти обои оттуда с дому. Мгм. Ночью в 3 часа наклеила. Утром просыпаюсь, мне кто-то говорит, а как ты так подобрала? Вот тумбочку показать. Консоль, да, прям и в Это, обои, у это вас со всё в таком спальни, в спальню стиле. не вошла. И вот получается вот этот рисунок прям вот с этими обоями. Ну, Купили у вас здесь пуфик. пуфик, консоль, Да. просторная прихожая, еще и Хорош- гардеробная. Да, хороший такая. шкаф, и вот прям гардероб могу открыть, показать. Ага, вот ну там вот, вот и ага. света достаточно, и Полочки. вот прям можете снять там все наши утвари. Ага, да. Вот Это как говорим, депо всякие. такое Да. сделали. Вот у нас продается квартира на каком этаже? На 15 этаже. Такая же квартира по планировке идентичная в этом же блоке. Вот у всех посмотреть, Кстати, что-то заранее, где-то да. украсть, что понравилось, да. Эту полку они мне сами предложили сделать, говорит, чтобы угол как-то Очень вот. красиво, да. Хорошие Ага. ванны, да, то есть Здесь машинка, все здесь помещается, да. Такую поставили детскую, мы тоже оборудовали, пройти, да. посмотреть. Внуков-то 4, а Ага. где-то спать их надо. И вы их класть. решили, Мы да, решили двухъярусную. двухэтажку. Нам выходило дороже, где-то 20 тысяч, если бы они нам на заказ сделали, показывали нам это. На заказ это- дороже, а вы готовы? Мы готовые в магазине взяли вот этот столик, и эту Ага. кровать мы взяли за 15 тысяч. Вот смотрите, у Башаранов даже французский балкон. Да, в Это детской. прям как балкон. Да. Вот брат курит, он может даже выйти и Туда здесь в полный покурить, рост да. человек И встанет, вот и не сразу один. уже ветер пошел. Я так поняла, за неделю вы заселились полностью, да? То есть и уборка была, и электрик Да. был приглашен. Да. Занавески вы, мебель, И технику и технику. установили. То есть, всё. в принципе, за неделю заселиться реально. У нас как бы самые такие вот рекордные сроки, ну не рекордные, а как сказать, вот за 5 рабочих дней мы обычно заселяем. Вот у нас есть клиентка, интервью с клиенткой из Америки. Привет, Евгения. Вот, тоже она, кстати, в этом комплексе живет. И вот Катя ее заселяла за 5 рабочих дней. То есть уже сейчас этот процесс отработан. И Даже сейчас, да? Да. То есть уже, если по нашему плану идти, то все произойдет быстро и приятно на самом деле. Кровати шифонер мы отдали в то Интересно, время. вы подместили кровать. Обычная 20. кровать вот так, а вы решили Да, вот так. там да, сделать? выход для кондиционера, а мы его закрыли. Ага. Мы Ну, то есть- решили так. И кровать, и шкаф большой Да. поместился. И вот какой огромный здесь балкон. Да, еще ещё это балкон. технический. Можно, да, я Да, зайду да, такая? да, да. Да, Смотрите, вот это у нас технический балкон. Вот. да. А Там поместился нормальный стол квадратный, 4 стула Мгм. и свой санузел. И там у вас тоже. горы видно, а там море. Захотели Мгм. на горы любуетесь, захотели на море. Да, да. Ну и также балкончик там Ага. оформили. Застеклили тоже его, кстати, да. Он еще мой дизайн, я окошко облепливаю камушками. Расскажите, пожалуйста, для какой цели вы покупали квартиру? Это для вас была инвестиция или это была дача? Нет, это была моя мечта, да, квартира на море. Именно на море, как дачу Да. хотели купить. Это А у был- вас климат какой там в вашем регионе, вот в Германии? Если... Ужасный, ужасный, гнилой, Холодно? мы как поганки гнием. Дождь, часто дождь. И даже вот сейчас лето, уже конец лета, у нас вчера такой был или позавчера. Настоящий торнадо где-то в середине Германии. Люди очень много пострадали, деревья, крыши. Ничего себе. Один дом даже какой-то деревянный перевернутый был. Я видела на картинке так, Мгм. когда смотрели видео. Сейчас что-то на планете Страшно. происходит, да? Мерзнут. Какие-то Вот мамина подружка катаклизмы. Лида, она тоже часто здесь была. Она говорит, как я хочу, вот посылаем фотографии, она, ой, я бы просто вот по вашему Мерсину прошлась, вот просто прошлась бы, мне так нравится. И область, район нравится, и Мгм. пляж наш Рая, нравится. а вам как здесь климат подходит? Или вам жарковато здесь? Где вам вы себя комфортнее Я чувствуете? никогда не потела, а сейчас немножко. Мгм. А там Но она На жару море лю- ходите? Она Да, жару я любит. Купаетесь, да? Да. хорошо нравится. Ну что тут? Ну, не мы, работать. мы в Почему принципе, не? родились в жаре. Вы же в Кыргызстане, да, родились? Да. Почти мои земляки, я из Казахстана, вы из Чуть-чуть было Кыргызстана. прохладнее. Ну, Да.
Ну да, там же тоже Да, резко да. континентальный климат. Тогда климат Да. был нормальный. Мгм. Ну, в общем, я поняла, что гражданам Германии, почему они так здесь любят Турцию, потому что не хватает солнышка. Да, да. А расскажите, пожалуйста, вот у вас такая просторная, большая квартира. Я, насколько помню, здесь 120 квадратных метров, это Бруто. и где-то 97 здесь нетто. Да. Ну, здесь реально очень просторная квартира, большой просторный балкон, и сюда, конечно, нужно много мебели, чтобы такую квартиру обставить, и техники. Вот вы покупали в 2021 году, В да? 22-м уже получается. В 21 22-м году. ноября оформили, 22 мая А в мы 22-м приехали. уже обставляли Да. квартиру. Вот, расскажите, пожалуйста, сколько у вас ушло средств на то, что ее обставить, вот, если вы помните, чтобы если- сравнить цены на мебель и технику, вот. Если грубо подсчитать, чеки все у нас сохранились, я не стала их искать, Мгм. рыться. Если взять даже вот эти вот шторки, которые вот так задвигаются, кондиционеры, остекление было позже, без остекления возьмем. Бойлер мы вот этот купили, да, или как он называется Мгм. правильно, да? Да. Мебель, вот этот стол попозже взяли, 2 стола и стулья у нас. Мебель дивана 2 кресла. Вот диван и кресло точно могу сказать, мы брали за 12,5 тысяч Лир. 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 Да, цены, Это я наверное, в 3 помню раза цену. подорожали, я так понимаю. Наверно. Мы недавно, вот у нас есть, кстати, тоже будет прикреплено, мы с семьей из Москвы ходили, смотрели мебель, и там у нас на мебель на всю вышло, ну, как бы 2 ценника было от того, зависело от того, какой шкаф они выберут, там Мгм. 60 и почти под 80 там, тысяч. Мгм. То есть диван, вот диван, вы сказали, сколько? Стол, стулья за 12 тысяч? Нет, диван, 2 кресла, Диван, два кресла два за дивана, 12, вот да. один там стоит. Сейчас что-то порядка 36, самый недорогой будет. 40 Цены чем, выросли, да, все, на в 2 продукты, на раза. все Ну, выросли. просто интересно сравнить, да, вот сколько Да. тогда было и сколько сейчас. А вот эти споты в зале, в кухне, в спальнях, в коридоре. Мгм. И гардины он нам прицепил, наш электрик, Мгм. за 4000 лира. В коридоре Значит, по от электричеству у застройщика. вас 4000 было. Сейчас вот у нас вышло в квартире 2+1, там чуть-чуть поменьше площади, там вышло 9. Мгм. Ну, мы тоже тогда еще 4 Динамику вроде цен бы. можем отследить таким образом. Сколько, Да. вот, Но сколько. кто-то нам говорил, что у них электрик-сосед есть, он бы вам сделал за половину. Да? Я говорю, ну где я буду его искать, ждать? Мгм. Клима не помню, сколько, клима, как это, кондиционер, да, Кондиционер. по-русски. Я не помню, сколько стоил он. Где-то, наверное, он нам обошелся, ой, ну, может быть, в 500 евро, да? Да? Мгм. Примерно, это 20-ка. Ну, Потому у вас что в каждой комнате? Нет, вы только только здесь. Один поставили. один хотели, мы Хватает, да? вызвали, хотели в спальне детскую в эту, крепить не на что. Ну, так как продувается квартира. Продувается. да. Я тоже говорю, оставим, потом купим. Потом будет дороже. Я говорю, ну будет дороже, будем потеть. Что ж теперь? На самом В принципе, деле, квартира сквозная. Ночью вот открываем. мне есть чем сравнить. Я когда в Соле живу, там вот в такое время в Соле Не невозможно без кондиционеров. Ну, вы просто не выживете. Это просто такая жара, он нагревается дом, и там плотнее застройка, везде асфальт. И все А нагреваются здесь дома. вот мы сейчас переехали на лето, и мы Да. здесь без кондиционера, под одеялом, я под утро укрываюсь одеялом. Не знаю, как вы. Саша тоже тоже. замерз, да? Вот, А да. у нас со спальней кровать стоит, потом снимите, посмотрите. Просто он мне прям часто вот не так. верят, да ладно, все это в одном городе, вы говорите, Нет. что климат отличается, очень сильно Отличается. Даже если с Эрдемли сравнить, вот Да. сегодня пойти в Эрдемли, там жара будет на 5-6 градусов, жарче там будет, там прям Асфальт, дома там нагреваются, все асфальт, дома со испаряется. всех сторон, вот эта жара. Вот. А здесь как-то вот простор какой-то есть. Несмотря на Есть. то, что оно застраивается, все равно этот простор будет, потому что здесь как-то вот сами здания, сами дома, они с территории все. Уборка тоже подорожала. Раньше я платила, окон очень много, все застекленные террасы. А, кстати, террасы застеклить, тоже скажу, примерно 1200 нам обошлось вот это джама-остекление. В евро, да, вы В имеете евро, виду? да, в евро. Ну, Один сейчас балкон примерно и так же, сзади. наверное. Сзади тоже балкончик, нормальный стол и стулья помещаются. Вот, и еще, Мгм. можно сказать, уложились в нормальную цену. Мгм. Вот, и тогда я убирала вот эти, только я окна мою, остальное я сама могу. А окна немножко сложновато. Я Мгм. давала 25 евро, За то, чтобы вам окна чтобы помыли. только окна помыли. Мгм. И балконы протерли. Да? Мгм. Решетки мы тоже вставили. Еще так, как получилось. А, у вас еще и с этим, да? Здесь решетки, на Мгм. балконе нет, но вот Тоже, на этой кстати, двери надо
рассказать? Да, Вы это мне тоже рядом очень, у тебя забыли. очень важно. Расскажу даже случай, постараюсь быстро. Я приехала с внуком, пятилетним. Мгм. Ночью приехали, шофер знакомый привез нас, даже внук уснул, он его Мгм. занес в спальню, положил. А здесь жарко, мы только приехали, проветрить надо. Это был июнь. Мгм. Я открыла все. Ну, естественно, комары, как это, добро пожаловать, да? И я думаю, ну что ж у меня ребенок крутится и крутится. Я говорю, Данечка, ты что не спишь, золотой? Включила свет, а на нем комары сидят. Вы когда это приезжали? В Это какого- июне. В июне, Это да? было, ну вот ему сейчас 6, ну год назад, Ну наверное. вот сейчас уже поменьше должно быть комаров. Сейчас они А мы в сказали, июне приезжали Да, тоже. вот там они, хотела сказать, вот, что в межсезонье май и июнь, готовьтесь к тому, что вы приедете, могут быть комары, начало июня, потому что у них как будто какой-то накопительный эффект. Они каждый день, когда начинают травить, эти Мгм. комары как будто исчезают. Вот сейчас мы спим вообще без москитных сеток, Да? там один-два может. А мы боимся открыть, потому что я этот случай, говорю, не забуду. У меня ребенок проснулся, Облепленные, да, вот комары? такие вот глазенки, Бедненькие. пухленький. Я говорю, Данечка, что с тобой? Ома, комари меня покусали. Да. Я говорю, батюшки родные, я давай его своим МДС, сразу МДС прорекламирую. Я его помазала 2 дня, все была? ушло. Это сибирского здоровья, мазь А, хорошая. Она м. залечивает вот хоть малярия, хоть что, какой-то укус, ушиб. А расскажите, пожалуйста, вот можем ли мы сравнить уровень, вот, прожиточный минимум в Германии и прожиточный минимум здесь? Вот как вы думаете, одинаково сейчас? Вот сейчас же у нас тоже инфляция, цены подорожали. Или все-таки в Германии дороже получается вот продукты питания? Ну вот просто прожиточный минимум для 2 человек. Вот сколько в Германии, сколько здесь примерно на месяц, скажем Но так? сравнивать цены нельзя, потому что зарплаты разные у всех. Да? У нас тоже очень все подорожало. Мгм. Если даже взять эти простые огурцы, мы приезжали, были 10 лир килограмм, да, сейчас они уже 30-40 даже Да. доходят иногда. Мгм. Еще все равно немного дешевле, чем у нас. Все равно дешевле, да? Чуть-чуть Поэтому дешевле. я поправлю. Огурцы здесь лучше. Мгм. У Да. нас вот такие вот натуральные. большие, а здесь не Мгм. натуральные. Ну, у вас, наверное, тепличные. Тепличные да. дураки мы их называем. Если М. вкус другой. Вымахал как дурак, а вкуса нет. Да-да. Да. Вот. Ясно. Ну что, да, здесь овощи, фрукты, я думаю, все равно Они вкуснее. дешевле, вкуснее, да, это есть. Ну, Натуральные. Мясо, Они вот, здесь не знаю. естественные, натуральные. не то, да. что Мама мы- говорит, картошка вкусная. Да. Вот она картошку не любит, здесь вкусная картошка. И картошку, я думала, она да. картошка плохая, она ее не почистила, потом я всегда дома толкую, еще больше варю. А вот тут я не толкла, она сама разварилась. Мгм. Да, Ну она да, говорит, очень- борщ. Ну ладно, Черешня сейчас пошла, Да. арбузы здесь рано Большая. начинаются, очень рано Арбуз начинается. брали невкусный был. Вот это надо выбирать. Сейчас очень Вот сладкие арбузы. В мы- Биме Самые подруга говорит. вкусные арбузы берите в гроссере. Это не реклама гроссере, это личный опыт. Даже вот эти на базарах мы у дяденек покупали, он выбирает какой. Самые вкусные арбузы в гроссере. И в гроссере, что мне нравится, они продают еще их. Микроз ты имеешь в виду? Можно, нет, Пополам. в гроссере. А, В гроссере. где- У а вас где? здесь есть Они гроссери. их там режут. Они их режут, да, и четвертинку можно, и половинку купить. М. И очень сладкие у них Да-да. арбузы. Ну вот надо это еще прям- взять Я на когда прощание. ходил вечером вот туда, в Гросс этот, и я уже выхожу, ничего не купил, ничего не нашел, потому что не было для меня там. Выхожу, и тут просят пополам этот арбуз. Он только ножиком. Вот. Вот Надо это сходить арбуз. взять. Я такой А то думаю, мы фига. 22-го уже уезжаем, а арбуза вкусного не ели в Турции. Как это там? В Германии тоже нет вкусных. Да. Сколько уходит на прожиточный минимум, если не брать ни машину, ничего, автобусами ездить, маршрутками? Ну, может быть, вот на 2 недели мы больше не приезжали. Но, к примеру, на 4 человека, ой, как бы не соврать-то, ну, если совру, не осудите, Мгм. наверное, где-то 300 евро, может быть. На 2 недели? Да. Больше. Ну, Ну, мы возь- бензин Мы тогда считаем, ну, собирали по 400. 50 каждый. Но это тогда, я раньше приезжала Мгм. без машины, А когда. сейчас нет. Сейчас, Ну, вот больше. в эти, да, 300 евро это входит и бензин, и арендованная машина, Нет, или просто нет. продукты, Это просто жизнь, там, Продукты, еда. в ресторанчик сходить посидеть, да? хочется, да, там мы себе не позволяем так часто, а здесь думаю, ну ладно, дешевле. Рестораны тоже дороже стали. Мгм. Спасибо, Люба, большое. Мы пришли просто побеседовать, на самом деле это не какая-то там познавательная, да, Да, какая-то да. беседа, а просто поделиться А он будет впечатлениями.
Ну, и как бы завершающий такой вопрос, как вам вообще живется в Мерсине? Вот вы купили, вы приехали, мечта ваша сбылась. Как живется в общем в Мерсине? Я приезжаю домой, я еще неделю живу Мерсином, потому что мне нравится и моя квартира, и район, вот наш киргизский район. Тут кухня у меня все под рукой, как-то домой прихожу, лезу в тот шкаф, где кружки. Ой, а кружки-то у меня не тут. Пока я привыкну к дому, я уже опять хочу назад. Да, То есть я поняла. всегда готова В сюда общем, вы приехать. сейчас здесь живете на 2 дома. В Германии Да. у вас обыденная жизнь, а здесь как бы у вас отдых такой. Зимой там, летом тут. расслаблен. Так я уже в этом году, сколько раз я уже была, я говорю, мне надо в паспорт посмотреть, меня вообще пустят, может, у меня уже полгода просрочено. Я говорю, ездю. Они говорят, ты как лягушка-путешественница, 2 недели пожила, уехала. Вот было буквально, я детей свозила, нет, маму с Лидой была, все, приехали, каникулы начались, через неделю я с детьми лечу. Мгм. То есть вот такой вот промежуток, я говорю, у меня даже уши еще не перестали от самолета. А тут я еще. А тут его уговорили наконец-то, да. долго не соглашался. Вообще, что хочу сказать про наших клиентов из Германии, это самые благодарные клиенты обычно бывают, вот почему-то позитивные. И, ну, мы же уже много работаем с разными людьми, Да. вот. И еще немцы, если им понравилось, они обязательно подтянут кого-то еще, своих друзей, Да. своих детей, там, я не Это знаю, у нас русские есть вот немцы. немцы, которые выкупили полностью этаж в этом блоке, то есть они первые купили, потом детям купили. Это Вот. России немцы такие. Да. Нет, Я нет. очень люблю Ну, клиентов из наши Германии. русские из Германии. Да, Вот у меня тоже одна знакомая, у них свой бизнес, то есть они хорошо развернулись, и у них и дома, и там, и там. Она краем уха услышала, что в Турции квартира. А как, а что? Все расспросила, я ей видео посылала. Все хочу, я прямо сейчас хочу, говорит, поехать. А муж немножко, наверное, штопорит ее. И она говорит, я обязательно это. Я говорю, давайте я вас повезу, да. Покажу, все расскажу, познакомлю с риэлторами, да, вот риэлторы нас до сих пор не бросают. Спасибо большое за такую уютную беседу. Спасибо за то, что пригласили нас в гости, Люба. И да, я уже говорила, что клиенты из Германии это одни из самых благодарных клиентов. Они, как правило, если им нравится, они приводят еще с собой друзей, там, детей и так далее, и сами общаются между собой. Вот у нас Любовь купила, то есть, а ей предложила, посоветовала нас Светлана, да, это наши тоже старые клиенты. Потом купили еще какие-то ваши родственники, Инна, да, Да. по-моему, ваша сестра. И от Светы Да. тоже. То есть вот гражданам Германии нравится Турция, нравится солнце и, в принципе, что нужно, чтобы был нормальный сервис, чтобы все Да, да. Цены хорошо тоже прошло. главное тоже. Да, да. Вот. Ну и риэлтора хорошего иметь, это тоже очень многоважно, да, чтобы тебя, ну, не обманули, Вообще, в чтобы тебя Турции потом вели. важно иметь всегда какие-то хорошие... Вот, например, нужен вам таксист. У вас всегда должен быть номер таксиста хорошего. Это, вот, знаете, как на вес золота. Да. Номер, не знаю, какого-то мастера, хорошего мастера. Потому что это тоже на вес золота, потому Клининг. что разные. Клининг, да. Вот в вашем случае там риэлторы и так далее, да. Да. То есть это... У меня даже дядечка знакомый, который машину мне с моим брелком уже там в аренду дает в Адане. Мы Мгм. прилетаем, он уже знает. Люба, мисс Люба, вот твой брелок. говорит. Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья и в Турции, и в Германии. Вот. Спасибо. Ну и спасибо вам, что посмотрели видео. Всем пока.